Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня продолжим разговор о системе СО2 в аквариуме, работающей на соде и уксусной кислоте. Хочу показать вам результат работы данной системы. Специально сделал закладочку для себя. С 17 мая этого года работает система. Давайте посмотрим, что осталось практически за 2 месяца работы системы. Работает у нас система 200 грамм соды было и кислоты было 100 грамм раствора. Кислоты уже практически не осталось на донышке, но еще система поработает, я думаю, не один день. Вот если взболтать, видно, что идет реакция и заброс кислоты в соду. Давление в системе порядка 1 атмосферы, больше у меня не поднималось. Но этого хватает для того, чтобы она стабильно работала. Вот такой стоит у меня распылитель. Китайский, сайт AliExpress. Мелкого распыления. Работает очень хорошо, эффективно. За аквариумом стоит счетчик пузырьков. Вот он. Достаточно экономично настроен у меня. Пузырек где-то в секунд 5. Обратный клапан самодельный из 2 шприцов. Все это попадает под потоки воды от фильтровальной системы и распределяется по аквариуму. Вот такие вот пузыречки СО2. Надеюсь, хорошо видно. Аквариумные растения, на мой взгляд, замечательно себя чувствуют. Некоторые, конечно, к сожалению, не очень. Те, которые я не так давно пытался приживить в своем аквариуме. Альтернатера вот так и не прижилась толком. Разделил я ее на 2 части. То есть это вот макушка посередине и нижняя часть вот там у меня сидит пока еще. Ничего хорошего я пока от них не вижу. Все остальное замечательно растет. Лимнофила вот почему-то приостанавливала рост. Вот так вот подзаросла у меня микроводорослями, потемнело. Ну вот макушечка опять пошла. Эхинодорус опять решил поразмножаться. Вот такой пустил хвостик с 4 растениями. Можно видеть цветы под водой эхинодоруса и листья. Сверху эти цветы выглядят вот так.
Далее подождем, когда система доработает себя полностью. И будем заряжать ее заново. Прошло 2 недели с момента последней съемки моей и 3 месяца с момента запуска системы CO2. Система еще не сработана до конца. Ну, все близится к тому. Где-то половина атмосферы осталась в системе давления. Система еще работает. Я думаю, можно видеть пузырьки газа. В сосуде А с раствором кислоты уксусной, где было 600 мл воды и 100 грамм кислоты. И в сосуде Б, где было 1 к 1 вода к соде по 200 мл и 200 грамм, ну, в суде, говорим, может быть 250 соды. Так, пачка у нас 500 грамм, где-то полпачки было соды. Система почти сработана. Осталось совсем немного раствора кислоты. И совсем чуть-чуть осадок соды на дне. Но тем не менее он есть. Поэтому пропорции при такой работе системы в 3 месяца меня абсолютно удовлетворяют. Но пропорции менять не буду. То есть 600 на 100 раствор кислоты и 200 на 250 раствор соды. Приступим. Ну, для начала нужно опорожнить систему, сбросить газ. Открываем до конца клапан и сбрасываем систему. Обязательно надо приподнять при помощи магнита. Кислотозаборный патрубок и подождать, пока давление в системе упадет в 0. Зачем я сбрасываю излишнее давление? Дело в том, что скоро распылитель перестанет, мелкодисперсный, перестанет распылять газ в воду аквариума из-за нехватки давления. Можно было еще немного подождать, но решил сделать видео, поэтому вот сбросил пол атмосферы газа. А теперь откручиваем вторую тоже бутылочку. Остатки кислоты можно оставить однозначно. Сейчас закрываем клапан до конца. Всю систему пока убираем в сторону. Вот такая вот газировочка у нас в воде. Сразу говорю,
Из чувства экономии были мысли использовать ее вторично, но не советую, потому что это раствор кислотный, поэтому при добавлении соды в эту воду произойдет реакция очень бурная. Поэтому вот этот раствор с литерой Б, сода, вода, мы выливаем опорожнили бутылочку Б, засыпаем содой. Если у кого-то есть вот такие мерные стаканы, то по плотности примерно сода, как сахар. Я вот отмерил 250 грамм соды. Будем засыпать в пустую бутылочку. Так, засыпали. Наливаем туда же воды. Отмеряем также по этому стакану 200 грамм воды. Наливаем. Все это желательно взболтать. Ну, такой получился молочного цвета раствор. Очень густой. Сода у вас вся не распадется в воде. Это однозначно. Наливаем во второй сосуд 600 миллилитров воды. $250. И, пожалуйста, не путайте порядок смешивания ингредиентов, так как вороночку мы используем одну и ту же. Сначала сода, потом мы ее помыли водой 2 раза, а кислоту уксусную уже будем вливать после всех этих процедур. 500 и еще 100. Итого 600 миллилитров воды. Дело за кислотой. Кислоты у нас 100 уксусной. В данной бутылочке 180, но это где-то чуть больше половины. Наливать будем по риске воды. Да.
Систему возвращаем. На место. И предварительно немного перемешав бутылку с кислотой и водой. Вот по большому счету систему мы подготовили. Хорошо затягиваем. Клапаночек можно приподнять немного на верхний уровень. Вот таким образом. И начинаем надавливание на бутылку. Идет перетекание раствора кислоты в содовый раствор. Происходит реакция. И нагнетание давления. Вот. Все произошло на ваших глазах. Давление почти атмосфера. Ну вот и рабочее давление для моей системы. 1 атмосфера. При ней все замечательно работает. Открываем клапан. Смотрим на работу системы. Вот таким образом производится перезарядка генератора на пищевой соде и уксусной кислоте. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. Всего вам доброго. До свидания.